Добрый день, дорогие девы! Добро пожаловать на мой канал, и это ваш гороскоп на март 2026 года. Да, друзья, присаживайтесь поудобнее, будем планировать этот интересный месяц, в котором у нас с вами ретроградный Меркурий до 20 марта, он будет находиться в рыбах, и все девы поняли, что это противоположный знак. Но, дорогие, я вам сейчас расскажу, что же мы будем в это время делать. У нас полнолуние, окончание коридора затмений, лунное затмение в Деве. Тоже поняли, да, для кого ответственный интересный месяц. У нас разворот ретроградного Юпитера в Раке, что очень благоприятно сложится на Дев, опять же. И у нас новолуние 19 марта в Рыбах и астрономический Новый год 20 марта, то есть весеннее равноденствие. Месяц обещает быть очень мощным для дев. Потрясающий месяц, месяц, который подведет итоги, расставит все координаты, кому куда двигаться дальше, даст понимание и принятие решений. Опять же, я про то, чтобы эти решения принимали вы, а не обстоятельства, да, в которых вы будете вариться. Поэтому, чтобы вы диктовали свое настроение, сейчас записываю этот гороскоп, планируйте свое драгоценное время для того, чтобы четко понимать, что же все-таки делать. Конечно же, дорогие, я надеюсь, вы понимаете, что это общий гороскоп, и если у вас свои какие-то личные собственные вопросы, но если это в режиме прямо скоро-скоро, индивидуальной консультации, я вас жду. Ну и под этим видео оставляйте вопросы, пишите дату, время, место рождения и ваш вопрос. И в режиме свободного времени я на ваши вопросы поотвечаю. Ну что, дорогие, поехали? Да, у нас уже включился ретроградный Меркурий с 26 апреля, не то говорю, с 26 февраля по 20 марта он у нас будет работать. Меркурий ваш единственный управитель. Да, он будет находиться все это время в рыбах и тем самым делать оппозицию вашему Солнцу. На кого будет влиять? На дев всех трех декад. При всем при этом, Меркурий ретроградный будет делать вам оппозицию к вашему Солнцу, но при всем при этом этот же ретроградный Меркурий, ваш управитель, находится в абсолютно гармоничных аспектах в свою ретроградность. Поэтому он на момент ухода в ретроградность находится в соединении с Венерой, что говорит о том, что было бы хорошо улучшать свою финансовую составляющую. Не могу сказать, что это будет легко, но опять же, этим нужно заниматься, свой внешний вид, облик, образ, дела, работа, отношения в том числе. Плюсом это все будет очень хорошо влиять на будущее, потому что ретроградный Меркурий еще, хоть и в далеком, но гармоничном аспекте с Ураном, то есть на движение вперед, думать о своем будущем. И вообще хочу сказать вам, что вот этот период ретроградного Меркурия, вот в феврале, первые 2 недели марта, он будет в абсолютно гармоничном аспекте с Юпитером. Это очень хорошая история вообще для всех дев. Здесь, понимаете, вот на настоящий момент у дев возникли вопросы. Ну, вот Сатурн закончил с Нептуном движение по третьей декаде рыб. Здесь девы третьей декады просто выдохнули и сказали, наконец-то полегче. Но послевкусие всех тех финансовых вопросов, конечно же, осталось. Что надо с этим делать? Нужно с этим решать и разбираться. И чем быстрее вы с этим разберетесь, да, тем быстрее получится пойти в новое развитие. И да, естественно, если вам сейчас нужны деньги, девы третьей декады, очень много денег, например, у вас долговые обязательства, то, чтобы это разрулить, естественно, нужен приход финансов регулярных. Поэтому настраивайтесь сейчас на то, что вам нужно будет в этом марте улучшать свою финансовую составляющую максимально быстро. Убирать свою гордыню, убирать свое эго, я, ну, чего-то там вот, что вы по какой причине образовалась вот эта финансовая составляющая. Если возникли у дев третьей декады вопросы в личных отношениях, разводы и различные истории, там, связанные с недопониманием, эмоциональные события в семье, тоже понимаете, по какой причине это случилось, и, возможно, стоит пересмотреть свое отношение
к определенным вещам и моментам, к финансам, к любви, к карьере, к статусу, к росту. Хочется ли вам нового уровня или не хочется, потому что Уран завершает свой финальный проход по тельцам третьей декады. То есть это гармоничный аспект для дев третьей декады. И если вы до сих пор находитесь в состоянии сидеть, ждать, пока ситуация разрешится, тогда вы ничего не решите. Вам Уран говорит: делай что-то по-новому, делай не так, как ты делал раньше, и все будет хорошо. Подключай, не обязательно уходить, увольняться с работы и сидеть без денег. Нужно подключать какой-то еще проект вместе, нужно делать что-то по-новому в своей работе для того, чтобы денег было больше. То есть вот такая история, она, казалось бы, вроде логичная и понятная, но люди не очень сильно хотят ее логично понимать. Понимаете, о чем я говорю? Сейчас же нам со всех сетей говорят, что нужно в легкости, работа должна быть легкой и интересной. Да, вот пусть она оплачиваемая, вот ваша стабильная работа, но работа еще должна быть в легкости, нравится, что каждый день как что-то ты сидишь и интересное делаешь. Да любая работа превращается в рутину, абсолютно любая. Поэтому здесь это просто по-взрослому понимаете. И вот период ретроградного Меркурия для дев третьей декады — это будет момент, когда вам нужно таки наконец-то решить старые вопросы. Но старые вы решите путем новых действий, нового движения вперед. И что это у вас будет? Изменение вашего внешнего вида, изменение вашей составляющей, какая-то новая тактика в работе, либо дополнительная работа, поиск новой работы. В отношениях, что вы будете менять стиль ваших отношений. Отношение свое к своим же отношениям, понимаете, к браку, к семье. Вот эти моменты нужно пересмотреть. Вот так будет влиять на вас период ретроградного Меркурия, дорогие девы третьей декады. Девы второй декады, у вас период связан с абсолютным ростом, движением вперед. То есть чем больше захотите, тем больше получите. Но не просто так захотели и получили. Нет, здесь нужно очень много делать и договариваться, потому что договориться будет не так уж и просто, но если вы поймете, чего же вы на самом деле хотите, у вас это будет. Понимаете, у вас это будет. Только это надо делать, нужно принять решение и масштабировать свою жизнь. Масштаб какой здесь? Юпитер в раке. Здесь может быть масштаб ваших личных отношений в семье. Вы захотите расширить семью, расширить жилплощадь, имущество, где место, где вы живете, либо вы вообще захотите жениться, выйти замуж. Потрясающая история тоже. В март абсолютно вписывается гармонично, и в апрель точно так же, девы второй декады. И либо же это вам захочется карьеру, вам захочется свою большую, такую мощную, красивую карьеру, но ради нее нужно будет очень много учиться, договариваться, набирать компетенции. Либо же у вас какое-то изменение в работе, и вам для поднятия нового уровня, статуса повыше, нужны, например, там командировки, знания иностранных языков, поехать куда-то, путешествие, для того, чтобы расширить свои границы, свои горизонты. Все это юпитерианская история, поэтому включайтесь в нее в период ретроградного Меркурия, особенно если вы давно не могли это сделать, как-то боялись, вам было страшно. Да хватит уже бояться. Лилит, конечно, сейчас по второй декаде на Стрельца пойдет, у вас будет вообще максимальный страх роста карьеры, статуса после 20 марта у дев второй декады. Поэтому боритесь со своими страхами и двигайтесь вперед и дальше. Девы первой декады, у вас, дорогие, кармические узлы задают вам все тот же вопрос, и как раз-таки вы придете к ответам на все эти вопросы к 20 марта, когда вот этот Меркурий ретроградный, который уже будет не ретроградный, 20 марта, он станет в соединении с северным кармическим узлом, и вот здесь уже будет такой более понятный масштаб вашей деятельности, суть вашей работы. Не могу сказать, что вы как-то до этого момента протянете и ничего не будете делать. Кто-то все-таки будет тянуть, кто-то все-таки будет идти в развитие, делать свои выводы, набивать шишки. Не могу сказать, что это плохо, это очень хорошо. И уже тогда к 20 марта будет совершенно на другой нотке. Конечно же, есть те, кто будут прям сидеть, ждать, надеяться, что как-то вот оно будет проходить все более-менее вот так вот легко. Опять же, легко, беззаботно, само получится. Нет. Ретроградный Меркурий у нас к середине месяца перейдет в соединение с Марсом и северным кармическим узлом.
И вот здесь история, мои дорогие. Девы первой декады, у вас вообще такие вопросики мощные, кармические, да? Движетесь ли вы вперед, не движетесь ли вы вперед, тормозите или нет, потому что еще вот на вот этих всех соединениях планет, что я сказала, еще Лилит стоит четкими квадратурами, то есть здесь у всех дев будет такой момент страха, волнения, переживания. Получится, не получится, могу ли я, не могу ли я, хочу ли я, не хочу ли я. Принимайте уже решение. По большей части у дев первой, второй, третьей декады будет большой страх масштаба, карьеры, своей реализации. Будет очень много желания осудить всех тех людей, кто чего-то движется, зарабатывает. Захочется себе сказать, да нет, да зачем мне это нужно, я не готов, не готова, не гожусь, компетенции не хватает. Поверьте, в этом марте можно наработать любые компетенции, которые вам хочется. Опять же, нужно ли это делать? Нужно ли это делать? Будьте аккуратны здесь, где вы второй декады, потому что здесь хоть и гармоничный аспект к Юпитера идет к вам, да, но тем не менее, Юпитер у нас с 14 по 24 марта будет находиться в квадратуре с Венерой. И это момент, когда мы захотим тратить деньги по глупости, по прихотям, соответствовать каким-то брендам, ожиданиям, двигаться по настроению моды. Когда захочется ругаться в отношениях, не надо так делать. Из-за, опять же, своих нереализованных амбиций это все будет получаться у второй декады. Такое предостережение вам. Либо же захочется очень большего, если вы, например, идете искать какую-то новую работу, то здесь история, знаете, какая? Можно начать, испортить себе репутацию в этот период. Не спорьте сильно, не скандальте, понимайте, что время придет, после 24 марта распадается этот аспект, и прекрасно уже начинает работать Юпитер на вас, и все у вас здесь будет прекрасно. Что касательно ретроградного Меркурия рассказала, полнолуние 3 марта потрясающе сработает с девами. Хочу сказать, что это такое четкое, рассудительное полнолуние, в котором вам нужно таки понять, кто вы, чего вы хотите, насколько масштабно вы хотите двигаться. И уже забегала вперед, сейчас буду просто выводы подводить, еще добавлять определенные события, про которые еще не сказала. Но тем не менее, если говорить про весь месяц, в основной своей массе у дев первой, второй, третьей декады это основная борьба с самими собой, со своими страхами, переживаниями, волнениями, что я недостоин, что зачем мне это нужно. И очень множество историй, когда вы сможете себе это все вроде как логично доказать, но после 20 марта уже будет такое ощущение, от чего это я весь месяц с собой торговался. Не торгуйтесь с собой, просто понимаете, у нас у всех есть плюсы, минусы, страхи, фобии, у нас у всех есть черты характера, которые заставляют нас ничего не делать. Не надо так делать. Включайтесь 3 марта, двигайтесь дальше. 11 марта у нас разворачивается Юпитер. И вот здесь все дела с карьерой у всех пойдут гораздо в другом ключе, более такие интересные, более яркие. Еще и у нас подкатится к этому времени как раз-таки ретроградный Меркурий будет в точном аспекте вот с этим Юпитером, который уже развернулся. Поэтому здесь, дорогие девы, и первой, и второй, и третьей декады, своя карьера, свой масштаб личности, свои масштабные горизонты в личных отношениях, в любовных, в семье, дружеские в том числе. Понимаете, чего вы хотите. Вот здесь хочу сказать, что 10-11 марта очень хорошие дни для вас, для того, чтобы понять, чего же вы хотите. Конечно же, у вас будет очень много слов против сами себе, вы скажете, что там не хватает ресурсов, не хватает сил, не хватает денег. Но как только вы примете решение, поверьте, деньги начнут появляться, люди начнут появляться, те самые, которые нужны, потому что здесь поднимайте телефон, решайте свои вопросы. Будет, конечно же, множество страхов, я не знаю, как это делать, находите людей, с кем вы можете это делать. И здесь могу сказать, что у нас очень классный такой аспект вот для, в принципе, и для
где включается на небе очень хорошие аспекты. И Венера у нас находится в соединении с Сатурном, с Нептуном, в потрясающем аспекте с Плутоном и с Ураном. И все это добро будет хорошо очень влиять на Дев. На Дев третьей декады однозначно, точно, да, берите все свои силы, мощности и вперед, и в рост, и в развитие, и в свой потенциал. Да, будет не очень просто, очень много аспектов сразу стекается с середины марта. Но опять же, вот с 9 здесь уже очень хорошие такие аспекты. Двигайтесь вперед, если это большие покупки, мощные, просчитывайте все очень хорошо. Не буду никаких там пугалок говорить, что как-то вот оно. Потому что здесь даже и покупки с помощью кредитных заемных средств, потому что гармоничный аспект от Плутона. Поэтому делайте это. Опять же, у всех, у каждого есть личные транзиты. Говорить вот так сразу вам всем делайте по общему гороскопу, могу сказать, что получится, да. Но опять же, если в личных транзитах наличие напряженных аспектов преобладает, да, количество преобладает над гармоничными, то тогда это будет прям сложно сделать. Но опять же, многие из нас ценят то, что достается в сложности. Ну вот так вот мы придумали, мы люди, рожденные в поколениях, когда легко не доставалось, да. Идем дальше. Дева второй декады сказал, что в середине месяца с 14 по 24 не портите свою репутацию. Здесь стабильная планомерная работа, не заигрывайтесь с черным пиаром, с репутацией своей. Не нужно этого делать. Не ругайтесь в отношениях в любовных, не портите, не тратьте деньги по прихоти. После 25 марта скажете: ой, вообще хорошо, что не потратили свои неразумно. Девы первой декады, дорогие, у вас очень хороший момент двигаться вперед, потому что уже и Марс, вот к 9 числу Марс подходит к северному кармическому узлу и стягивается туда, и весь конец, вот вторую половину марта, Марс хоть и отодвинется, но Меркурий и уже не ретроградный окажется в соединении с северным кармическим узлом в рыбах в первой декаде. Поэтому, девы первой декады, у вас на этот март, конечно же, хорошее желание должно быть у вас, принятое решение в реализацию, в карьеру, в движение, в рост. И у вас, конечно же, будут спрашивать кармические узлы отказаться от тех моментов, благодаря которым вы становитесь слабыми, когда вы бездействуете, когда вы не идете вперед, в рост, в развитие. Очень бы сильно мне хотелось, чтобы вы перебороли все свои страхи. Как минимум 20 марта они все от вас уйдут, Лилит поменяет декаду, и уже не останутся страхи, такие будут просто внутреннее понимание, кем я хочу стать, когда вырасту, да, потому что мы растем каждый год, можно так сказать, если это честно говорить, да, что мы каждый год меняемся, меняем свое мнение, меняем свой способ заработка в том числе. Но опять же, хорошая история для построения карьеры в рост, в движение, в развитие. Кто сможет это сделать? Делайте, потому что у нас в конце марта еще и Венера переходит в знак Тельца, хорошо будет влиять на Дев, пойдет уже совершенно другое включение, развитие вперед, с финансами в том числе. Опять же, здесь нужно таки понимать, чего вы хотите делать первой декады. Потому что если вы не принимаете решение, я же не могу за вас его принять. Вот я вам говорю, еще в феврале сделайте свой максимум, делайте много, идите в карьеру, в работу, настраивайте то есть свой социальный рост, настраивайте свою личную жизнь. Но вы можете личную жизнь отложить до наступления апреля. Понимаете, я о чем говорю? Вот такая история. Поэтому здесь, конечно же, тогда уходите в марте в работу, рост, развитие, поиск новых каких-то сопутствующих проектов тоже у вас будет складываться очень хорошо. Март для дев в первой декаде – это месяц искать компромиссы, договариваться, решать прошлые вопросы, в которых вы не смогли договориться. И чем быстрее вы с ними договоритесь, но опять же, вы сможете это сделать после того, как в себе разберетесь, чего же вы хотите. Вот когда вы принимаете решение, каким человеком вы хотите стать, какие суммы вы хотите зарабатывать, какую ответственность вы хотите иметь, какие вы, чтобы у вас были отношения. Нет, реальные отношения, реальная работа, реальная ответственность. Опять же, вы же не можете стать, не знаю, каким-нибудь там директором какой-то фирмы, но у вас вообще нет никаких знаний, ни компетенций в этой области. Точно так же, многие сейчас хотят вот таких классных отношений,
отношения, но для того, чтобы они были вот такие классные, то знаете, сколько вложить надо своих сил? Кто-то думает, что всем дается легко. Нету такого, что дается легко. Поэтому снимайте иллюзорные вот эти моменты, потому что ретроградный Меркурий идет по рыбам, и здесь все иллюзии закончатся к 20 марту тоже. Но не дотягивайте до 20 марта, четко, зрело смотрите на эту жизнь реалистично. Все-таки вы девы приземленнее, и чем приземленнее вы идете по этой жизни, тем цели у вас материальнее, тем материальнее ваша жизнь. И в отношениях у вас есть то настоящее, что вы хотите, и что вы цените, ну и те самые любовь, взаимность, то, что вы хотите, да. Опять же, когда мы начинаем отношения, у нас на эмоции, гормональная вся вот эта история. Но когда мы 5-10 лет в отношениях, не могут быть уже такими отношениями. Конечно же, если взять все разрушить, можно выйти из этих отношений, потому что кого-то бывает на таких аспектах вот так замыкает, да, и человек говорит, все, мне так надоело, все так сложно, в отношениях должно быть легко, нам же со всех утюгов говорят, что это должно быть легко, да, и работа должна быть легкой, и отношения должны быть легкие, просто гигантские букеты цветов, деньги просто вот так сами приходят, машины просто так сами подъезжают, понимаете, да? Но в жизни все это, когда ты 5-10 лет занимаешься каким-то делом, либо работой, либо отношениями, то есть, естественно, нужно потом выходить на глубину, то есть подниматься на совершенно другой уровень и в отношениях, и в финансах. И там нужно брать больше ответственности. Конечно, можно начать все с нуля, получить какой-то новый гормональный всплеск, да, но опять все те же самые вопросы, вы вернетесь к себе настоящему, потому что натальная карта у нас в течение жизни не меняется, она статична, понимаете, о чем я говорю? И все наши вопросики, с которыми мы живем, и там вот эти вот все истории, я себе вот это все проработала. Мы всю жизнь это прорабатываем, потому что каждый раз у нас возникают люди сильнее, мощнее, интереснее, которые заставляют нас на каждом новом уровне прорабатывать все те же самые вопросики, где мы считаем себя неудачниками, где мы считаем себя недостойными, где мы считаем себя неспособными любить, отдавать, ценить и тому подобное. Да? У каждого свое абсолютно. Боимся отношений, боимся больших денег. У дев очень большая история до сентября 2026 года. Это большая, мощная история, достоин, недостоин, отношений, любви, страсти, карьеры, финансов, признания. А признание у нас где начинает работать? Начинает наше признание прорабатываться сначала в партнерских отношениях, в браке, и потом мы уже такие, вот такие вот прям оперившиеся, можем и в обществе где-то кому-то что-то доказать, да. Те, кто доказывает сначала в работе, потом получается, что вообще в отношениях никак не клеятся вот эти истории. Но я заканчиваю вот эти все моменты психологические какие. Ну, это психология. Наша жизнь это и есть психология, поэтому здесь, как говорится, голая сухая астрология, кому интересно. Дорогие, вот такой гороскоп на этот месяц. До сентября 26 года разбирайтесь со своими страхами, достойны, недостойны. Я вам четко говорю, вы абсолютно потрясающе достойны. Но не надо вот так очень долго в своих эмоциях провисать. Вот такой гороскоп. Чем быстрее вы принимаете решение действовать, быть классными, идти в развитие, тем быстрее у вас это будет. Это я говорю девам первой, второй и третьей декады. Поэтому здесь в этом марте возьмите все то, что вы хотите, и двигайтесь вперед. И все у вас будет отлично. Дорогие, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам потрясающего месяца и увидимся в следующем ролике. Пока-пока.